Всем привет, друзья! Сегодня я к вам снова с полезной информацией. Сегодня у меня для вас подборка полезной хитрости с перекисью водорода. Сегодня расскажу, как его можно применять в быту. Это средство очень дешевое, то есть один бутылек стоит, я не знаю, у нас в районе где-то 10-12 рублей бутылек стоит. То есть оно еще и не очень дешевое и экономичное. Самое главное, что оно безвредное и эффективное. Совет номер один. С помощью перекиси водорода можно проводить дезинфекцию зубных щеток. Особенно если в семье кто-то заболеет и щетки хранятся в одном месте. То есть тут же лучше, конечно, проводить дезинфекцию. Просто наливаем любую емкость перекись водорода. После этого опускаем зубную щетку в сам раствор. И оставляем так на 30-40 минут. После этого хорошенько прополаскиваем ее обычной водой. Следующий совет. Также очень хорошо перекись водорода можно использовать в борьбе с плесенью в ванной комнате, например. То есть для этого нужно сделать пасту из пищевой соды и перекиси водорода. То есть в небольших пропорциях смешиваете и все. И можно сделать следующим образом, что распределяете по поверхности грязной при помощи какой-нибудь небольшой щеточки и оставляете примерно на минут 40. То есть если плесени немного, то оставляете подольше. Затем уже счищаете все щеткой и вытираете там тряпочками либо салфетками поверхность, и после этого она станет снова белоснежной, без плесени. Если делать так на регулярной основе, то, естественно, плесень долго не будет возвращаться в ванную комнату, не будет вас беспокоить. Следующий совет. Перекись водорода также поможет справиться с грязью в холодильнике. То есть, если холодильник не очень грязный, то просто переливайте перекись в какой-нибудь такой подобный бутылек с пульверизатором, такой вот, чтобы было удобно, наносите на грязную поверхность и сразу чистите. А если холодильник грязный, то к перекиси можно добавить пищевую соду и еще моющее средство для посуды. После чистки холодильника с перекисью он становится белоснежным, также устраняются и неприятные запахи, плюс еще производится дезинфекция. То есть средство абсолютно безопасно, поэтому возьмите обязательно совет на заметку. Также перекись водорода шикарно отмывает окна и стекла. Даже самое грязное зеркало будет сиять чистотой, и вы не увидите ни единого развода на его поверхности. Просто я, например, делаю так, что распределяю с помощью своего небольшого бутылька с пульверизатором на зеркало, после протираю сухой тряпкой, и после этого зеркало становится прозрачным без всяких разводов. Ну и, конечно же, самое популярное применение перекиси водорода – это обеззараживание ран. То есть, если у вас появилась ранка на коже, случайно поцарапались или что-либо, то необходимо нанести перекись водорода прямо на нее. Сразу же начинается реакция, то есть рана дезинфицируется. Также перекись водорода можно применять и в уходе за комнатными растениями. Если у цветка загнили корни, на поверхности земли появилась плесень, или просто желаете оживить ваши цветочки, то просто перелейте перекись водорода в бутылочку с пульверизатором и опрыскайте растения. Опрыскивать нужно довольно обильно, но только ни в коем случае не поливайте перекисью саму землю. Нужно сделать именно опрыскивание. Тогда вы легко и просто избавитесь от плесени на ваших цветочках. При регулярном опрыскивании листвы растение становится более, естественно, крепким и здоровым. Также хорошо с помощью перекиси водорода можно почистить и золото. Оно будет блестеть, как будто бы только что вы его купили. Для этого необходимо в равных пропорциях смешать какой-нибудь небольшой емкости перекись водорода и нашатырный спирт, либо он же аммиак. То есть одну чайную ложку берете примерно, это зависит от размера изделия. Примерно если 1 к 1, то есть пропорция. Единственный момент, что золото должно быть без камней. То есть опускаете ваше золотое изделие потом в раствор, выдерживаете где-то 2-3 минуты, и после при необходимости дополнительно можете почистить, допустим, щеточкой зубной, либо другой какой-либо. И последний совет. Перекись водорода также можно применять в качестве дезинфекции таких вот подобных пластиковых контейнеров. Просто я беру, опять же, небольшую емкость с пульверизатором и обрабатываю сам контейнер. И оставляем так примерно на 30 минут. После этого хорошенько промываем, естественно, его обычной водой. Сегодня у меня для вас подборка необычных способов применения обычного уксуса. Я их опробовал и решил поделиться этими хитростями с вами. Хитрость номер 1. Столовый уксус поможет отклеить любой ценник или наклейку, допустим, вот
как здесь на ручке. Просто нужно немножко нагреть уксус, намочить губку в самом уксусе и приложить к ценнику или наклейке. То есть у меня уже вот здесь нагретый уксус, сейчас я все смочу и попробуем. Итак, намочил я губку в уксусе подогретом, теперь губкой обматываю ручку и после так губкой приложил к ручке. Теперь по наклейке вот так вот я ее подрываю, она уже легко сама подрывается, наклейка. Все отойдет без особых усилий, то есть просто стягиваю ее и все. Все без проблем отошло, без каких-либо усилий. Следующая хитрость. Также уксусной кислотой можно снять ржавчину. Уксусная кислота вступает в реакцию с оксидом железа и удаляет ржавчину. С мелких предметов, допустим, таких как гайки или болтики небольшие. Для этого просто вскипятите их в кастрюле с уксусом, затем хорошенько промойте водой, чтобы остановить реакцию ржавчины. После она отойдет без особых усилий. Чтобы почистить микроволновку от запаха и грязи, просто смешайте в тарелке 1,5-2 стакана воды и 2 столовые ложки 9% уксуса. После ставим тарелку в микроволновку и запускаем ее на максимальную мощность на 10 минут. После того, как микроволновка остановилась, даем попариться еще 5 минут. Итак, прошло 5 минут, достал я уже тарелку, теперь беру тряпку и хорошенько протираю микроволновку, чтобы удалить запах и уксуса, и саму грязь. Если вы, допустим, забыли помыть кисточку и она у вас высохла, не нужно ее выбрасывать, можно воспользоваться следующей хитростью. Дальше делаем следующее. Заполняем любую емкость столовым уксусом, доводим до кипения и после берем кисть и опускаем в этот горячий уксус кисть и трем дно. Теперь почти как новенькая. Чтобы убрать затхлый запах, например, с контейнера, то просто протрите его губкой, смоченной в уксусе. А в случае сильного запаха оставьте губку в контейнере на несколько часов. Освежить в комнате воздух поможет уксус. Просто разбрызгайте на поверхность уксусный раствор. Потом протрите поверхность, и вы заметите, как воздух в помещении становится чище. Известковые отложения могут оставить пятна не только внутри чайника, они также могут забить дырочки на лейке в ванне и снизить функцию стиральной машинки. Если кусок ткани или губки пропитать уксусом и обернуть, допустим, кран или также вот такую подобную лейку, то известковые отложения растворятся. 50% раствор уксуса и воды растворяет грязь на полках и стенках холодильника. И на этом у меня все. Надеюсь, сегодняшние хитрости и советы окажутся для вас полезными. Также, если знаете какие-то свои подобные хитрости, советы, то напишите об этом в комментариях. Я думаю, будет полезно почитать, зайти не только мне, но и другим, кто зайдет в комментарии. Всем пока!